Какой вид транспорта у вас ассоциируется с увлекательным путешествием? Самолет, там, автомобиль, автобус, ну или поезд, да? А вот мы этим летом отправились в путешествие на необычном транспортном средстве – карпатский трамвайчик, о чем, собственно, и хотим рассказать. В этом выпуске мы с вами проедем по маршруту от поселка Выгода вдоль горной реки Мизунка до таких же горных мизунских водопадов. Сделаем остановку возле санатория Джерело Прикарпатье, где когда-то проходили реабилитацию космонавты. И, конечно, полюбуемся с высоты птичьего полета великолепием пока еще зеленых Карпат. Театр начинается с вешалки, а вот поездка на рельсовом транспорте с вокзала. Да-да, вокзала. Пусть вас не смущает название «Карпатский трамвайчик». Трамвайчик на поверку оказался туристическим поездом, который идет по узкоколейке шириной всего 76 сантиметров. К примеру, ширина трамвайных путей в большинстве городов Украины 152 сантиметра. Но бог с ней, с этой шириной. Лучше вспомним, как в старые времена провожали поезда в дальний путь. Правильно, торжественно, с оркестром. И наш отъезд на экскурсию не стал исключением. Проводить столь интересный, но не дальний путь пришли местные музыканты, которые веселыми местными напевами, подобно Кашпировскому с Чумаком, помните таких, заряжали нас позитивом. Вагоны в карпатском трамвайчике двух типов. Одни обычные, а-ля местечковая электричка, только без стекол, а другие запойные, в смысле застойные, для большой и дружной компании. Видимо, наша группа как раз подходила под эти параметры, и нам места достались именно в таком вагоне. Раздался дежурный гудок локомотива, и наш поезд неспешно двинулся вдоль реки Мизунка. А пока наш карпатский трамвайчик, крадучий, пробирается через огороды жителей села Старый Мизунь, как обычно, немного истории. Первые узкоколейки в Карпатах появились еще в конце 19 века. И использовались они отнюдь не для катания незадачливых туристов, а для перемещения леса от места его, так сказать, произрастания до лесопилок. Первоначально использовалась конная тяга, да и пути были короткими и разрозненными. Бурное развитие местная узкоколейка получила, когда с Австрии сюда приехал барон Леопольд Поппер фон Подгарье. Так как местный лес-кругляк и тогда интересовал просвещенную Европу, то Поппер здесь быстро развернулся. Для вывоза карпатского леса были построены километры железных дорог, лесопилки, и даже свой головной офис предприимчивый барон перенес в эти края. Во время Первой мировой войны Поппер продает свое лесное предприятие британскому акционерному обществу. Новые владельцы также продолжили развитие инфраструктуры и помимо лесозаготовки еще попытались развивать туристическое направление. Надо сказать, что узкоколейных дорог в Карпатах было построено аж на 1000 километров пути. В советское время использование узкоколейной дороги для вывоза леса продолжилось. Пик пришелся на послевоенный период. Тогда лес использовали для восстановления Донбасса. Однако со временем объемы лесозаготовки стали уменьшаться, а железнодорожные пути стали разбираться, так как сами ЖД-перевозки становились нерентабельными. В годы независимости перевозки совсем остановились, и процесс демонтажа усилился. Были разобраны и сданы на металлолом сотни километров пути. Чудом уцелела небольшая ветка в направлении Мизуни. В 2000 году она была отреставрирована и по ней восстановили перевозки. А в 2003 году возникла идея создать туристический маршрут. И уже в 2004 силами энтузиастов был запущен пробный рейс. А первая наша остановка, как ни парадоксально это звучит, в конце маршрута, возле Мизунских водопадов. Здесь мы высаживаемся из вагонов, и пока наш поезд выполняет разворотный маневр для поездки в обратную сторону, у нас есть возможность полюбоваться невероятным зрелищем каскадных водопадов, да и окунуться в зеленую красоту Карпат.
Благо дело, наша остановка находится в 3 километрах на запад от села Новый Мизунь, что вдали от оживленных дорог и цивилизации. И ничего, или почти ничего, не мешает нам наслаждаться красотой природы. Если среди наших зрителей есть поклонники творчества Чижико, то наверняка они слышали песню про машиниста, который поется на манер песни про канагона или танкиста. Но там на поле танки грохотали, а молодого канагона несли с разбитой головой. В песне про машиниста есть такие вот слова. А машинисту молодому кричит кондуктор тормозной. Так вот, мало кто знает, кондуктор машинисту кричал не тормозной, как многие полагают, а на заре развития железных дорог была такая профессия, как тормозной кондуктор, обязанностью которого было управление тормозами состава. С появлением системы пневматических тормозов, помните те шланги, что между вагонами болтаются, надобность такой профессии практически отпала. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. И вот каково было мое удивление, когда на обратном пути наш вагон стал последним, и я увидел, что наш проводник периодически крутит ручку, напоминающую управление тормозом. Подошел и спросил, не он ли является представителем древнейшей железнодорожной профессии. И действительно, передо мной был тормозной кондуктор. Последний из могикан, очень ответственной профессии. Ведь наш поезд шел под уклон, и от взаимодействия тормозного кондуктора с машинистом зависела наша жизнь. Если бы он прозевал, вовремя бы не зажал бы тормоз, то узкоколейные вагоны имели бы шанс сложиться и опрокинуться. Но наш тормозной кондуктор оказался настоящим профессионалом своего дела, и поездка прошла спокойно и безопасно. Спасибо за безопасную поездку и не только тормозному кондуктору, но и всей ЖД-бригаде. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза. А у нас на пути еще одна остановка, возле санатория Джерело-Прикарпатье, известного прежде всего тем, что здесь после полетов и длительного нахождения в невесомости свои силы восстанавливали космонавты. Место под санаторий было выбрано не случайно, вдали от цивилизации, в лоне нетронутой природы. Увы, наводнение 1998 года уничтожило все коммуникации в округе, и с тех пор звездный санаторий стоит заброшенным. А нам остается только погулять по территории, наслаждаясь видами Карпат и представляя себя в роли космонавтов, вернувшихся со сложной звездной командировки. Осмотрев окрестности, мы двинулись дальше в путь, к конечной станции. Но мы были бы не мы, если бы не попали бы в приключения. Когда до финиша оставалось менее 2 километров, мы испытали все капризы переменчивой карпатской погоды. А мы, как вы, наверное, помните, в последнем открытом вагоне. В общем, пришлось проявлять верх смекалки, чтобы не намокнуть. Но от этого впечатления о поездке не испортились, а дополнились яркими впечатлениями. Будет что вспомнить. А наш рассказ вместе с поездкой подходит к концу. Ставьте там лайки, подписки, колокольчики. Даже можете швырнуть нас донатами. Да так, чтобы мы не смогли от них увернуться. До новых встреч!
広がる大地続く線路地平線が待っている明るい未来夢を乗せて列車は走るどこまでも